Всем привет, с вами Докитреш, и мы играем в очень офигительную игру. Та, про которую я делал одно видео, или скорее всего два, не помню. И делал мелкие видеоролики, шортс на канале, который временно неделю целую заблокирован. Но на момент выхода видеоролика в YouTube, скорее всего, уже будет разблокировано. Будут, наверное, какие-то другие предупреждения, потому что YouTube начал что-то против меня, какую-то войну вести. Но тем не менее, ладно. Игра про то, что мы играем за некое существо, которое может быть кем угодно. И в последний раз, в кого мы там вселялись, был листочек, блядь. Я не знаю. Как вообще вот? Я, получается, играл не только на этой планете, вообще во вселенную вылетал, какие-то другие планеты посещал. Был материками, блядь. Был там рыбками, еще какой-то хренью. Я хер его знает. О. Говорит, ты чё, говорит, вы чё, говорит, эти перышки, блядь, листики, говорю. Перышки, чё вы здесь летаете, блядь? О. Ужас какой. О. Все, ребят, пошли. Не понял. Так, подождите. Нет, я... Ого. О, нифига себе. Я и забыл, как эти мамонты, вот смотрите, млекопитающие, они все передвигаются как упоротые, бля. А я не помню, как вот делать так, чтобы они могли общаться. Я даже и не помню. Так, подожди. Давай-ка это. Дружить на. Дружить сказал. Да хватит орать. Не, подождите, что-то я не помню, а как? Все. О! Ха-ха-ха! Сейчас потихоньку и захватим. Оба. Это что, первые люди? Охренеть, нет! Вы что, это просто палатка. Господи. Вы что, серьезно? Просто за палатку, блядь, играешь. А где люди, блядь? Где люди? Где люди? Что происходит? Камень? Опять камень? Ну ладно. Ну и все, ебать. Снова захватываем землю с помощью камней. Видите, не все камни могу. Я так и не понял, в чем цель игры-то. Ага, еще письмо какое-то, аудио. And love and beauty. Well, you found it in other people. In other words, it exists in us as human beings. Вы мне объясните, где люди? And as I said, if it is there, людей нет. Мамонты еще ходят. Ну что это за шизофрения какая-то? Of the scheme of things. We are as symptomatic of the scheme of things as the apples are symptomatic. Вообще просто набор каких-то, блядь, сообщений. Ученый какой-то за кадром говорит вообще. The earth is not так, ладно, палатка, лагерь. With living organisms any more than your skeleton
his bones infested Очень with красиво, cells. блядь. Вот чисто как французский язык. Красивый, но нихера непонятно Earth вообще. О чем разговор? is geological, yes, but this geological entity Желательно, конечно, чтобы мы grows. поскорее бы нашли что-то еще более интересное, чем палатка, мамонты и... Our existence камни. on the Earth is a symptom of О, the еще solar можешь с кем-то system поговорить. and its balances, as much Олень. as the solar system in turn is a symptom of our galaxy, and our galaxy in its turn is a Ладно, symptom давай. of the whole company of galaxies. О, да ну Goodness нафиг. only knows what that's in. Пингвин, стоять. Пингвины, я хочу быть пингвинами вот этими. А это что такое? А, мамонт. Мамонт, блядь. Еще что-то? Опять сообщение. Да? Не сообщение. Ладно, давай деревья. О, еще кусты. Не, давайте вот такие деревья. Вас очень много, давайте. Так. О, я так понимаю, мы получили возможность вообще быть кем угодно, да? О. Ебать, опять материк. Ого. А под водой это просто большой булыжник. Так, я не хочу быть льдинками, я хочу быть вот этими, блядь. Саванной. Господи, какой бред. Мы можем насквозь проходить материки эти. С кем, блядь, с небом, блядь, общаешься? Облака, что ли? Не. О, ни хрена себе. Давай с материком пообщаемся. Ну, они просто рассказывают про свою жизнь, блядь. Охерительно. Так. Оба. А, нет, этим я уже материком был. Планетка. А, это другая планетка, видите, она с этим, со своими собственными кольцами. Да, охерительная. А вот и Земля. Да? А, она даже больше, чем мы. Тут этот, как его? Солнечная система с этими, с землями. Угу. Земля умеет разговаривать. When, as a scientist, you describe the behavior of a living organism, you try to say what a person does. It's the only way in which you can describe. Это, конечно, разговоры is. хороши, но нам нужно Describe вот what это they вот, do. блядь, что это вот такое? Что это за облачко? Then you find out that in making this description, you cannot confine yourself to what happens inside the skin. Еще облачко. In other words, you can't talk about a person walking unless you start describing the floor. Because when I walk, I don't just dangle my legs in empty space. I move in relationship to a room. And so in order to describe what I'm doing when I'm walking, I have to describe the room. I have to describe the territory. So in describing my talking at the moment, I can't describe this just as a thing in itself because I'm talking to you. And so what I'm doing at the moment is not completely described unless your being here is described also. Ого. Солнышко, так лучше не делай. So if that is Такие necessary, вспышки if in other опасные. words, in order to describe my behavior, I have to describe your behavior and the behavior of the environment, it means that we've really got one system of behavior. That what I am
Угу. Вообще круто. Involves what you are. I don't know who I am unless I know who you are. And you don't know who you are unless you know who I am. In other words, we're not separate. We define each other. We're all backs and fronts to each other. We and our environment, and all of us and each other are interdependent systems. We know who we are in terms of other people. We all lock together. And this is, again and again, the serious scientific description of how things happen. And any good scientist knows that what you call the external world is as much you as your own body. Так, давайте, куда мне? О! Тут звуков нету, вообще ничего нету. Прикольно, мне нравится. Меньше звуков. Вот еще какая-то плямба. О, уже... Нас уже 3. Уже 4. Ого. Мы уже в каком-то измерении, смотрите, он... Ух, красотища. Итак, до бесконечности, да, мы будем? Хе. Ой, еще там. Ух ты! Перемещаемся. О, тихо, стоять. Ага. Ого. Да хрена их тут, смотри, вон таких. Ого, красотища. Сейчас соберем всю галактику, блять, вот так вот, таким макаром, смотри. Охренеть, наркомания, конечно, но прикольно, блин. Это мега-частицы, блять, вселенной. Да. Вот такого еще точно не было. Все, ребят, перемещаемся. Мы тут даже, по-моему, разные, да? Есть такие острые, есть не острые. Так. Ага. А если еще? Ого! Я супер какая-то мега-частица. Ладно, уходим вниз. Это получается, знаете как? Мы все выше-выше поднимаемся. В итоге оказывается, что мы в космосе. А эта галактика на самом деле существует внутри еще одной мегагалактики, мегавселенной. И так получается по кругу. Начали-то мы с Земли. Вот интересно, а что там внизу? Вот эти, там какая-то мерзость какая-то. Даже жутко. Все такое большое. Но страха такой нету великого чего-то. Наоборот, это прикольно. Хочется это увидеть. Это с одной стороны. С другой стороны...
Ну это капец. Это интересно. Что это за частица сахара какая-то? Your skin doesn't separate you from the world. It's a bridge through which the external world flows into you, and you flow into it. Just, for example, as a whirlpool in water, you could say because you have a skin, you have a definite shape, you have a definite form. The whirlpool is a definite form, but no water stays put in it. The whirlpool is something the stream is doing. And exactly the same way, the whole universe is doing each one of us. And I see you today, and I recognize you tomorrow, just as I would recognize a whirlpool in a stream. I'd say, oh yes, I've seen that whirlpool before. It's just near so-and-so's house on the edge of the river, and it's always there. So in the same way, when I meet you tomorrow, I recognize you, you're the same whirlpool you were yesterday. But you're moving. The whole world is moving through you. All the cosmic rays, all the food you're eating, the stream of steaks and milk and eggs and everything is just flowing right through you. When you're wiggling the same way, the world is wiggling, the stream is wiggling you. But the problem is, you see, we haven't been taught to feel that way. The myths underlying our culture and underlying our common sense have not taught us to feel identical with the universe, but only parts of it, only in it, only confronting it, aliens. And we are, I think, quite urgently in need of coming to feel that we are the eternal universe, each one of us. Otherwise, we're going to go out of our heads. We're going to commit suicide, collectively, courtesy of H-bombs. And, all right. Побежали! Ты быстрее, кто быстрее? От этой наркомании. Что за Алиса в стране чудес? Да заткнись ты уже. Самодвигающиеся камни. Ну ладно, ладно. Я, получается, в мире, который еще... Как бы, ну, не мир еще, но уже высшие бактерии. Но это бактерии, блядь. Что за гриб? Блять, еще шевелится, еще двигается, ёб твою мать. О! А, то есть я могу вообще все камни, которые есть, объединить могу, смотри-ка. Круто. Нам нужно больше власти. Власти камней. Ого. Так, ребят, давайте. Ищем еще камни. Опять жук. Эгать, выгодь, охеревшие. Банда. Опять какие-то кустики говорящие. А чё, мы дальше не продвинемся, что ли? Я вот хочу к тем большим деревьям, блядь, которые окажутся в итоге кустами вообще, потому что все большое, блядь, на самом деле маленькое. Даже мы маленькие по сравнению еще с чем-то большим. Вот это и принцип всей игры. Игра с научной точки зрения, только в упоротом каком-то виде. Поиграть, конечно, можно. Слава богу, хоть и не пришлось за это платить. Иначе атас. Так, мне кажется, я кругами иду. Так, давай, что там они скажут нам. Пожалуйста, только, блядь, не разговоры вот эти на английском языке. О, еще какая-то хрень. Блядь. I wonder if it's ever struck you
how curious a thing it is that most of the things that we experience, we regard as things that happen to us, which we ourselves do not originate, which are events expressing some sort of power or activity that is external to ourselves. And if you consider that, you realize that what you mean by yourself is rather narrowly грибки какие-то, смотрите, мох какой-то. Even events that go on in our own bodies are put in the category of things that happen to us in the same way as things that go on in the world outside our skins. If there's a thunderstorm or an earthquake, well, it happens to you. You're not responsible. Цветем в сторону, блядь, не знаю, еще чего. So in the same way, when you have hiccups, you didn't plan on it. If you have belly rumbles, you had no intention of doing it. And as to the catastrophic act of getting born, well, you had nothing to do with that. And you can spend all your life blaming your parents for putting you in the situation in which you find yourself. Thanks. And this way of looking at the world in this sort of passive mood as something that happens to you goes right down to our general feeling about life. It goes down to the way in which we have been accustomed to look at human existence as a precarious event in a cosmos that, on the whole, is depicted as being completely unsympathetic and alien to our existence. О, сейчас мы захватим вообще все кусты. Все кустарники, все деревья захватим сейчас. Ну все, держись, природа. Держись, природа. Да ёб ты мать, еще один материк. Ого. Ого, какая мы планета, смотрите, красивая, да? Ух ты, черная дыра, смотрите. Черная дыра. Эй, черная дыра, я хочу с тобой. Давай. Коллабу замутим, ну пожалуйста. Микрочастицы, блядь, снова. Бля, все, наркомания началась. Ого. Ого, давайте. Сейчас мы объединим еще. Че, бежим, бежим. Охренеть, с какой скоростью мы летим. Просто вот прорывая, блядь,
все грани мыслимых и немыслимых реальностей. Вот что это вообще? Как это такое до такого додумались, такое придумали? Ну это красиво хотя бы смотрится. Мне кажется, что такие картинки я видел в детстве, когда заставка на старых пентиумах была вот эта. Ого! Разрывая просто реальность. Охренеть, красотища. Такого нигде не видел, точно. Давай, давай, рви, рви. Давай. Ну так неинтересно, блядь. Ну давай. Сейчас еще немножко порвем. Вся вселенная наша, блядь, вся. Охренеть. Ой, нет. With a 20th century, or shall we say an early 20th century common sense, which is based on the philosophy of science of the 19th century. You regard yourself as an accident, a biological accident, in a stupid universe, which is mechanical, but has no feelings. A vast, pointless gyration of radioactive rocks and gas in which you happen to occur. Of course, if you don't have that point of view and you are more traditional, давай, you look upon yourself as a child of God. And therefore, under authority. In other words, there's a big boss on top of all this. And you better watch your P's and Q's, because that Almighty is looking after you with the attitude of this is going to hurt me more than it's going to hurt you. And when you look at the world in that image, or in the other image that it's a stupid mechanism, either point of view you take, you don't really belong. You're not really part of all this. Or to put it in the strongest possible way, it is quite alien to our thought that the external world, which is defined as something that happens to you, and your body itself as something that you got caught up with, it is quite alien to consider all that as you yourself. Because you see, we have such a myopic view of what oneself is. Так, нет. Подождите, а куда еще можно переместиться? Вон какая-то неведомая хрень двигается еще, смотрю. Ракушка, блядь, смотрю. Громадного размера, просто нереально громадного размера ракушка. О. Круто, я теперь ракушка. О, какие-то чипсинки, какие-то эти макарошки. Что за нахер? Так, а ты там чё? Мы ж типа собираем информацию, короче, о всей сущности, что есть. Там еще какие-то ракушки побольше.
Ух ты, я гусеничка впервые в жизни. Впервые в жизни гусеничка. Классно. Уебал вперед просто. Муравьи. Вау. Ребят, я хочу быть как вы. А, смотри. Похеру. Фу-фу-фу, банда. Пошли похеру. У нас главное это будет это. Гусеничка главное. О! Вообще крутизна. Погнали, блядь. О, пауки. А паукам похер, они не с нами. Now, we come here to an extremely important principle, which is the different points of view you get when you change your level of magnification. That is to say, you can look at something with a microscope and see it a certain way. You can look at it with the naked eye and see it in a certain way. You look at it with a telescope and you see it in another way. Now, which level of magnification is the correct one? Well, obviously, they're all correct. They're just different points of view. When we examine our blood streams under a microscope, we see there's one hell of a fight going on. All sorts of microorganisms are chewing each other up. And if we got overly fascinated with our view of our own blood streams in the microscope, we should start taking sides, which would be fatal, because the health of our organism depends on the continuance of this battle. What is, in other words, conflict at one level of magnification is harmony at a higher level. Так, ребята, если еще лягушку удастся уболтать, вообще пиздец будет. Разрывная банда будет, with all our problems, conflicts, neuroses, sicknesses, political outrages, wars, tortures, and everything that goes on in human life are a state of conflict, which can be seen in a larger perspective as a situation of harmony. А вы чё к нам не пошли? Вы чё? Вперёд! Так, это самая лучшая вообще банда, которая только есть. Теперь главное у них сверчок. Ага. Это когда собрались все вместе пиздить лунтика, точно. Один в один. Что-то Куш нам какую-то охуительную историю рассказал. Видимо, анекдот. Мы должны были посмеяться. Такс. А если пойти дальше, может там что-то тоже найти можно будет? Мне кажется, мы уже там всех насекомых собрали, кроме этих двух сраных пауков и одной лягушки. О. А ну-ка. Чё, 3D? А ну. Чё за нахер? А-а-а. Чё, блядь? Охренеть, что я научился делать. Нормально. Атомы. Бактерии. А, это все бактерии, за которые я вообще когда-либо играл. Дома, блядь. Охренеть. Растения. Это все растения, которые у меня были. Фунгус.
А, это все грибковые, да? Галактики. Ой, спасибо, сам себе сказал. Чисто галактики, блядь. А, чисто все насекомые. Угу. Большие улитки. Ой, блядь, личинки. Маленькие. Все виды камней. Охренеть. Все виды камушков. And you can say, aha, at last I see, I got the point. I've seen how all this makes sense. But what this insight depended upon was your overcoming the illusion that space separates things. Все планеты, которыми That is когда-либо to say, были. the space, the interval between your body and mine. The interval created by birth at one end and death at the other. And then after somebody's death, then somebody else's birth. These are events with intervals between them. And normally we regard these intervals in time and these intervals in space as having no importance, no function. We tend to see the universe itself as really consisting in all the stars and galaxies. That's what it is, that's what we notice. But the space in which all this happens is sort of written off as something that isn't really there. But what one has to realize is that the space is an essential function of the things in the space. After all, you can't have separate stars unless there is a space around. Eliminate the space and you will see you couldn't have this phenomenon at all. And vice versa. You couldn't have the space. They wouldn't be there in any sense whatsoever if there weren't the bodies in it. So the bodies in the space and the space are two aspects of a single continuum. They're related together in exactly the same way as a back and a front. And you just don't get one without the other. Все виды воды. Ебать. Нормально, блядь. Так, что-то кто-то поговорить со мной хочет. Ага. О, улитка, что ли? Бля, улиткой хочу быть. Заебись же улиткой быть. Бля. Дайте мне быть чем-то маленьким. Я не хочу быть черепахой, блядь. И гигантской бактерией тоже не хочу быть. Да ебать. Чё за нахуй? Кустом не хочу быть. Планетой. Тем более. Материком тоже не хочу быть. О! О, я это... Как ее? Каракал этот. Пумба или как его? Флопа. С песней про пельмени. О!
Сейчас мы тут ускоримся. Так, а вот тут что? Опять разговором? So the moment you see that intervals, that space is connective, you can understand at once how you are not just to be exclusively defined as a flash of consciousness that occurs between two eternal darknesses. That you consider that in the darkness that comes before your birth, there was no you, and in the eternal darkness that follows your death, there is likewise no you. And I'm going to discuss these matters not by appealing to any special spooky knowledge, as if I had been traveling on the higher planes and knew all my previous incarnations and therefore could tell you authoritatively that you are much more than this individuality. I'm going to do it on a basis of complete common sense, that everybody has access to the facts. Текс. Практически собрали все, что только возможно из камня, блядь. Ладно, последний раз погружаемся в космос и все. Текс. Дальше. Черная дыра. Да. Так, у нас получается здесь еще можешь с кем-то поговорить, да? А ты чё? А ты кто? Life is
a pattern of immense complexity. Да. And what you call yourself as a living organism, say, I am my whole body at the very least. Now, what is that body? That body is recognizable. I recognize my friends when I meet them again, and you recognize me. Although the last time any of you saw me, I was absolutely something entirely different from what I am now. Just as the flame of a candle is never a constant. The flame of a candle is a stream of hot gas. Only you say the flame of the candle as if it were a constant. Well, it is a recognizably constant pattern. But in exactly the same way, we are all constant patterns. And that's all we are. The only thing constant about us at all is the doing rather than the being. It's the way we behave, the way we dance. Only there's no we that dances. There's just the dancing. И даже не видно ни хера. There is no thing that whirlpools. There is the whirlpool. And in the same way, each one of us is a very, very delightfully complex undulation of the energy of the whole universe. Космический жучок. Это круто. Так. О. Космический жук. Космический муравей. Да. Вот такая вот игра. В общем, вот такая вот игра. Все, наигрался я, все. Всем спасибо, всем пока. Это был Доки Трэш. Играйте в хорошие игры и смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, если до сих пор еще живой. Подписывайтесь в ВКонтакте там на группу и на мою страницу. Найдете там, кто захочет найти, тот найдет. В общем, вот. Ждите следующего видео и до новых встреч.